В сегодняшнем видео мы покажем все этапы производства декоративных голов кашпо, наш ассортимент, процесс изготовления, сушки, шлифовки и покраски. Гипсовые кашпо в виде античных голов – это новый тренд в современном дизайне интерьера, который вписывается в любые стили и добавляет свою изюминку, выглядит очень свежо и интересно. Наш завод гипсовой лепнины Декоргипс всегда следит за современными веяниями, поэтому при появлении данного тренда мы принялись за разработку. В нашем ассортименте уже много лет были бюсты античных статуй, которые также использовались для интерьера, но в первую очередь для учебы и рисования в художественных школах и вузах. Нашими мастерами все имеющиеся статуи были переделаны в кашпо, поэтому они представлены в большом ассортименте. Особенной популярностью среди всех кашпо пользуется скульптура Микеланджело «Давид». У нас он был представлен в двух размерах 46 и 70 см. Мы расширили размерный ряд, так как есть спрос на меньшие размеры. Наш размерный ряд сейчас насчитывает 6 различных размеров кашпо и просто скульптур Давида: 15, 16, 25, 28, 42,5 и 70 см. Уменьшенные размеры мы произвели на 3D принтере. Подробное видео о работе с 3D принтером вы можете увидеть по подсказке сверху. В нашем ассортименте более 15 видов кашпо. Мы уже снимали видео о всех этапах создания формы для кашпо и любых других объемных изделий. Вы можете ознакомиться с ним по подсказке сверху. Теперь подробнее рассмотрим все этапы производства. О работе с ротационным станком для отливки гипсовых кашпо вы увидите в нашем видео по подсказке сверху. Сейчас мастер раскрывает кожух. Он необходим для объемных деталей, так как не дает силиконовой форме деформироваться под весом гипса. Кожух состоит из полиэфирной двухкомпонентной смолы и стекловолокна. Мастер извлекает силиконовую форму. Она изготовлена из силикона на основе олова по шору 30. Из формы извлекает застывшее гипсовое кашпо. В работе используется высокопрочный гипс марки Г16. Готовое кашпо отправляется на стеллаж, где идет просушка всех отлитых изделий. На стеллаже сушатся не только гипсовые кашпо, но и другие объемные детали, гипсовые головы в большом ассортименте, а также геометрические фигуры для рисования и различные статуэтки. Перенесемся в мастерскую по производству формы. Здесь ведется работа над новым кашпо Давида. Модель была произведена в виде статуэтки с бюстом, а кашпо планируется производить без бюста. Мастер вручную формирует углубление для будущего цветочного горшка, либо любого другого декора, который будет наполнением для данного кашпо. Когда углубление будет сформировано, мастер приступит к изготовлению силиконовой формы и кожуха. Продолжим наш обзор в мастерской, где проходит этап доработки все отлитые изделия. Этот этап очень важен при производстве любых объемных деталей, ведь в формах имеется шов, след от которого вручную шлифуется, а также устраняются любые дефекты, пузырьки воздуха на модели. Шлифовка модели начинается после полного высыхания кашпо на сушильном стеллаже. Также в данной мастерской готовятся изделия, с которых планируется снять форму. Данный Давид 25 см был напечатан на 3D принтере. Подробное видео вы увидите по подсказке вверху. Он был напечатан из двух частей, с каждой из которых была снята форма. Теперь уже гипсовые изделия шлифуют и доводят поверхность до идеала. Когда две части будут подготовлены, их склеят между собой и изготовят форму целого изделия, которое пустят в производство. Каждое кашпо проверяется. При наличии дефектов отливки их заполняют гипсовой шпаклевкой, а затем шлифуют и доводят гладкость поверхности до идеала. Все кашпо и скульптуры осматриваются несколькими мастерами, так как оставлять любые дефекты недопустимо. При дальнейшей покраске любая неровность подчеркнется и испортит вид будущего изделия. Поэтому данный этап является очень важным. Мастера работают наждачной бумагой различного абразива. Работа выполняется в масках для защиты дыхательных путей от гипсовой пыли. Последний этап производства кашпо – это покраска. Самым популярным цветом кашпо является белый. Такие кашпо часто покупают декораторы для самостоятельной покраски под нужные интерьеры, а также белый цвет идеально вписывается в любую цветовую гамму, создает акцент в темном интерьере и идеально сочетается со светлым. Кашпо устанавливается на вращающуюся платформу в покрасочную камеру. Покраска производится краскопультом. Он идеально покрывает поверхность, не оставляя разводов в отличие от кисточки. При покраске используется белая водоэмульсионная краска. Кашпо покрывается краской в 2 слоя. При необходимости мастер выполняет декоративную покраску, а также декорирование жидкой поталью по индивидуальному заказу.
При цветной покраске используется латексная водоэмульсионная краска, а также нитроэмаль. Дополнительно в декорировании используют жидкое золото для придания неповторимого эффекта. Декораторы в своих работах используют также листовую поталь, которая создает эффект, похожий на сусальное золото. Листовую поталь в золотом и серебряном цвете вы можете приобрести в нашем магазине Decor Gips. Ссылка на сайт в описании к видео. После окончания покраски кашпо устанавливается на сушильном стеллаже. Когда все слои краски высохли, кашпо готово к отправке к своему заказчику или в наш шоурум Decor Gips. Кашпо в шоуруме представлены в большом ассортименте. Производство завода гипсовой лепнины Decor Gips из высокопрочного гипса. Самый большой выбор кашпо в Казахстане. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся опытом и рассказываем о всех тонкостях нашей работы.